Друзья, мы продолжаем наш проект, серию видео, в которых мы пытаемся понять, а что дальше, и выслушать мнение известных людей из политики, спорта, культуры на заданную тему. И сегодня с нами на связи Дмитрий Навоша. Это человек, который когда-то был сооснователем такого замечательного портала, как Sports.ru, был его гендиректором до 2006 до 2019 года. Это основатель Трибуна.ком, человек, который в августе месяце стал неформальным лидером белорусской оппозиции, белорусского протеста в России. Во всяком случае, так об этом говорилось. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий, наверное, давайте начнем нашу беседу вот как раз-таки с вашего представления, когда я говорил о том, что вы стали неформальным лицом белорусского протеста и оппозиции в России. Это то, что часто появлялось на различных медиапорталах. Именно так про вас и говорили. Там и «Медуза», и все те, кто их перепечатал, и все те, кому вы давали интервью. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, как вообще так получилось, что в августе 2020 года вы, может быть, сами того не желая, вот на себя приняли такую роль? В какой момент, наверное, вы проявили максимальную вот эту гражданскую позицию, которая была озвучена и услышана? Ну, во-первых, про лидерство, конечно, речь не идет. Я думаю, что здесь про это можно говорить так же условно, как про лидерство в Беларуси. Лидером в период перемен выступает весь белорусский народ, активная часть белорусского народа. И это все не вопрос каких-то отдельных фигур, это вопрос в целом там, перемен, которые назрели в стране. И точно так же это устроено и в московской диаспоре, и, как я понимаю, в большинстве других заграничных диаспор белорусов. Лично я я всегда следил внимательно следил за тем, что происходит в Беларуси. У меня всегда был белорусский паспорт и остается, это мое единственное гражданство. И для меня очень важно все, что происходит в моей родной стране. Но, конечно, особое такое внимание и особые какие-то усилия стал прилагать. Я даже хорошо помню этот день, 29 мая, с момента ареста Сергея Тихановского. Уже к этому моменту я знаю, что многие белорусы поняли, что со страной происходит что-то непривычное, да, скажем так. Многие говорят о том, что революционная ситуация в Беларуси с августа, вот с моей точки зрения, революционная ситуация с мая, когда в поддержку кандидатов, которые выдвинулись на президентские выборы, несмотря на то, что почти никто их не считал выборами, это не было выборами, но тем не менее в поддержку кандидатов пошли какие-то огромное количество людей, выстраивались в очереди, вступали в инициативные группы, собирали подписи, отдавали эти подписи. И 29 мая стало понятно, что все пойдет по максимально жесткому сценарию, и что власти сделают все, чтобы втоптать волю белорусов в асфальт, чтобы это уничтожить. И я, как человек, который хорошо связан с медиа, с журналистами и так далее, включился прежде всего именно с медийной стороны, начал помогать российским журналистам и после этого и зарубежным журналистам украинским, американским, британским и так далее внимательнее смотреть на Беларусь, замечать, что там происходит, объяснял, почему это не то, что бывало в Беларуси обычно, потому что я был уже абсолютно убежден, что слишком много было внешних факторов того, что белорусский народ настроен сейчас принципиально иначе по сравнению с любыми другими выборами, будь то Верховный Совет, бывший, как он раньше назывался, или президентскими. Начал просто помогать всем рассказывать о событиях, информацию, помогал с сюжетами, блогеры, опинион-лидеры, журналисты и так далее. Я надеялся, что это позволит избежать вот той бойни, которая произошла в Беларуси в августе, но это не позволило избежать. Государство, точнее Лукашенко и его приближенные бросили на людей спецтехнику, начали неограниченно применять вооружение и так далее. И бойни мы, к сожалению, не знаем. Тем не менее, мы должны довести это дело до конца, мы должны, конечно, сделать так, чтобы это никогда не могло больше повториться в нашей стране. И вот только это привело меня в
то, чтобы помимо своей собственной работы заниматься чуть активнее всем тем, что происходит в Беларуси. Дмитрий, вы сейчас сказали о том, что в мае месяце, 29 мая, вы поняли, что ситуация в Беларуси меняется, что власть действовать будет жестко и репрессивно. Скажите, и вы еще говорили, вот вернусь просто, сейчас я заново перезадам, к тому, что вы вот успели нам сказать. Дмитрий, вы сказали, что в этом году, весной, случился тот момент, когда наступил вот переломный момент и сознании белорусов, и в вашем видении ситуации вы понимали, что начнется раскачивание, вот этой разгон репрессивной машины. Скажите, пожалуйста, а вот до этого года как вы видели ситуацию в Беларуси на выборах прошлых лет, там 15-10 год, в 2010 году была площадь, как вам кажется, почему в тот момент, несмотря на то, что власть постоянно действует одинаково, почему в тот момент не было какого-то большого массового движения в Беларуси, почему в тот момент вдруг не проснулось гражданское общество? Вот какой триггер в этот раз был основной? Я думаю, что главный фактор – это то, что выросло все-таки новое поколение людей. Давайте не слишком, на самом деле, сильно ругать себя, давайте, может быть, себе немножко как стране и как нации посочувствуем. Там у нас практически 100 лет, почти без перерыва, с маленьким, может быть, каким-то форточку приоткрыли в начале 90-х, но практически 100 лет авторитарных практик, практически 100 лет отрицательного отбора и довольно жестокого подавления как в советские годы, так и в лукашенковские годы любого альтернативного мнения. И почти в любой момент истории более таким прагматичным для интеллектуального человека, для понимающего, что происходит в стране человека, более прагматичным подходом было или уехать, вот как сделал я и начал строить бизнес в другой стране, или уйти во внутреннюю иммиграцию и отгородиться от всего, что связано с властью и держать в стране и пытаться в Беларуси что-то свое строить. Белорусам для того, чтобы общество начало отстаивать свои права, я думаю, что в обществе очень многие люди давно осознавали, что им не хватает прав и свобод, но для того, чтобы их отстаивать, людям надо было почувствовать себя большинством. И это было тем самым триггером. В тот момент, когда люди поняли, что они большинство, люди начали действовать. Хорошо, это понятно. Спасибо, Дмитрий. Давайте мы сейчас к теме, в которой вы прекрасно разбираетесь, а мы вот здесь не очень. Давайте мы сейчас в спорт окунемся, в белорусский спорт, и начнем, наверное, с отмены части чемпионата мира в Минске по хоккею. Как вы оцениваете вот этот ход? Как вам кажется, это больше в плюс или тут нет какого-то однозначного ответа? Потому что очень часто говорят о том, что вот если бы все-таки часть чемпионата прошла в Минске, приехали бы иностранные журналисты, увидели бы, как оно все на самом деле. В общем, ваше мнение по поводу отмены чемпионата в Минске? Мое мнение очень простое и легко изложимое. Я, конечно, считаю невозможным проведение чемпионата мира или любых других крупных спортивных событий в Беларуси до тех пор, пока в стране не появится законная власть, пока не появится легитимная власть, избираемая людьми, не будет работать по-настоящему закон, одинаково для всех. И это абсолютно невозможно. Мы, конечно, должны понимать, что произошло очень редкое историческое событие, крайне редкое. Мировые спортивные форумы переносятся в другую страну. И единственный такой случай был в 1968 году в Чехии, когда вот Прагу, там, не знаю, намотали на гусеницы советских танков, но что-то столь же историческое, столь же важное и столь же жестокое и бесчеловечное происходило в Беларуси в эти месяцы. И, конечно, отмена чемпионата мира, с моей точки зрения, была неизбежна, это был вопрос времени. И если это не осознавал Рене Фазель, то нашлись другие какие-то группы в обществе, нашлись компании, нашлись другие спортивные федерации в других странах, политики, которые все-таки заставили, Рене Фазель, давайте этого не скрывать, он был заставлен, вынужден поступить правильным образом. Это на самом деле пример того, как работают нетоталитарные
власти, да, то есть когда Рене Фазель, он, конечно, вроде бы единоличный руководитель, но все равно есть другие люди, которые способны на него влиять. И если один человек совершает ошибку, кто-то другой эту ошибку исправляет. Если мы перенесем там на наши реалии, представьте, вот у нас там верховный эпидемиолог может не понимать что-то про коронавирус или не любить там частный бизнес, но мало ли где выберут, не знаю, болвана президентом. Но институты, разделение властей и так далее обеспечивают то, что неправильное решение просто не проходит. И это же произошло в случае с хоккеем. Складывалось такое впечатление, что после визита Фазеля, когда начали отказываться спонсоры, Нивея, Шкода и несколько еще спонсоров отвалились, вот именно этот момент финансово очень сильно повлиял на принятие решения. Вот как бы вы оценили роль спонсоров, которые отказались от спонсирования чемпионата в случае, если он пройдет в Минске? Именно так, у спонсора была решающая роль. Конечно, накапливалось большое количество уже сил, которые считали невозможным проведение чемпионата мира в Беларуси в нынешних условиях. Прежде всего, это были скандинавские страны и хоккейные федерации Германии, немецкие политики. И даже если бы Рене Фазель ломал всех через колено и попробовал провести чемпионат Беларуси, у него бы, я думаю, не получилось из-за противодействия других хоккейных федераций различных стран. Но спонсоры, это был просто последний такой эффект домино, на самом деле. В один день все сложилось. Буквально в течение 24 часов сразу несколько спонсоров подряд приняли правильное решение. И большое им спасибо за то, что не услышали аргументы белорусских правозащитников, белорусских спортсменов и вообще белорусского общества, которое к ним обращалось и через соцсети, и через пикеты у их офисов, и через официальные письма с подробным изложением всего беспредела, который в Беларуси происходит. Остается поблагодарить только этих прекрасных людей и пригласить в Беларусь, в свободную Беларусь в тот момент, когда в нормальной власти мы сможем снова принимать самые прекрасные мировые события. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, как вот вы относитесь к тому факту, что белорусская сборная все равно принимает участие в чемпионате мира по хоккею? Потому что, по сути, страну лишили права из-за, как говорится, по соображениям безопасности, но вот по причине невероятного вот этого тотального насилия и террора, который происходит. И при этом сборная говорит о том, что да, мы все равно принимаем участие. Здесь, наверное, даже вопрос не столько вот этот административный, сколько ваше мнение интересно по поводу того, действительно ли в хоккей до сих пор играют настоящие мужчины. Ну, во-первых, я не вижу никакой проблемы в том, чтобы сборная Беларуси продолжала играть, и во всех своих шагах тот же фонд спортивной солидарности, который пытается наказывать белорусские власти за беспредел, за жестокость, за бесчеловечное отношение к людям и спортсменам, и простым гражданам, фонд спортивной солидарности всегда старается наносить удар именно по тем, кто виноват, по чиновникам. В случае с хоккеем отобрали любимую игрушку Лукашенко. В случае с санкциями Международного олимпийского комитета наказали именно белорусских чиновников и никого больше. Все белорусские спортсмены, безотносительно того, за Лукашенко, они против. Каждый человек имеет право на свое собственное мнение. И они все будут выступать на турнирах, как выступали прежде. Мужчины ли белорусские хоккеисты? Ну, наверное, не все. Наверное, много кому не хватает характера и, конечно, очень наивно и очень смешно услышать от белорусских хоккеистов, которые вот так потупив глаза, там, не знаю, подписывают бумаги за Лукашенко, когда они говорят, что им надо кормить семью, это люди с высокими зарплатами, эти зарплаты им платит, в общем-то, народ, потому что нет никаких у Лукашенко собственных денег, есть только деньги, собранные с народа. И они, ну, по сути, предают свой народ, оправдывая там тем, что им вот какую-то там семью кормить, и вот без этих там 10 тысяч долларов зарплат дети у них якобы не проживут. Ну, что поделать? Это такой факт на их совести, им с этим жить. Лукашенко уйдет, а людям придется еще годами объяснять, почему они вынуждены были так поступить. Тем не менее, я отмечу, что и в Беларуси, давайте его не принижать, там нашлось немалое количество мужчин, которые поступили по совести. Тренер Румо, тренер юношеской сборной, который был одним из первых, кто подписал письмо свободных спортсменов за честные выборы, или там тренер юности Макритский, победитель прошлого чемпионата Беларуси и лидер нынешнего чемпионата Беларуси, он отказался подписывать лукашенковское письмо и был уволен.
Но кто-то оказался не столь силен характером. Совсем недавно появилась новость о том, что вся сборная по биатлону целиком и полностью подписала тоже провластное письмо, и лишь одна спортсменка, одна биатлонистка отказалась это сделать. Можно ли, учитывая, скажем, то количество населения, которое против нынешнего режима, учитывая количество пострадавших, можно ли в таком случае, например, сборную по биатлону называть национальной? Или лучше государственной? Ну, вы знаете, я на Трибуна.ком увидел хороший комментарий, да, что в Беларуси сейчас есть две сборные. Национальная сборная и народная сборная, да. И очень важно, что в народной сборной есть, во-первых, огромное количество спортсменов, и это спортсмены высочайшего уровня, медалисты Олимпиад, победители чемпионатов мира и Европы, мировые рекордсмены и так далее, и так далее. И это прекрасные люди, я горжусь каждым из них. И я уверен, что они вместе с собой являют очень такой классный пример для белорусского народа. Ну, понимаете, остается только развести руками. Я скорее с сочувствием отношусь к этим людям в спорте, которые, ну там, кто-то по глупости собственной, да, вот пересмотрел немножко белорусского телевидения, переслушал идеологов и вот почему-то поверил, что должна страна жить десятилетиями под властью одного и того же человека, без относительно того, исполняет ли он собственные законы, которые он сам написал. Но гораздо больше там, я думаю, просто трусов, людей, которых прижали, мы знаем эти факты, прижали угрозами снять финансирование, уволить, наказать, там, отправить в армию в случае с молодыми ребятами. Ну, оказалось много трусов в спорте, да, и мы сейчас понимаем, что, я вот не знаю, скоро близится там февраль, какие-то гендерные праздники, день... Мне интересно, как Беларусь пройдет День защитника Отечества, да, вот, то есть да. у нас, в принципе, оказалось, что защитниками Отечества выступили студенты, пенсионеры, белорусские женщины прекрасные, не знаю, айтишники, среди там стачкомовцев Беларусь-Калия много таких нашлось, но это не люди с оружием, не люди с погонами, и, к сожалению, не многие из спортсменов. Ну, что поделать? Да, это действительно, мы вот с коллегами тоже обсуждали этот момент, как же будет проходить 23 февраля в этом году. Дмитрий, вы вот говорили о том, что на многих спортсменов надавили, прижали и так далее. Скажите, пожалуйста, а вот вам, может быть, писали, может быть, звонили, может быть, пробовали надавить на вас, потому что ваш голос был очень громким, весомым, вас цитировали, о вас писали. Ощутили ли вы на себе какое-нибудь давление со стороны белорусских властей? Ну, понятно, что вы не находитесь в стране, но, может быть, были какие-то сигналы в стиле «Дмитрий, вы, пожалуйста, прекратите». Да, к сожалению, я последний раз был в Беларуси в мае, и сейчас до какого-то момента, наверное, не смогу приезжать в страну, именно потому что я хотел бы помогать всем тем белорусам, кто стоит в сопротивлении, кто отстаивает свои права и кто пытается что-то делать для того, чтобы... Ну, я абсолютно не сомневаюсь в конечном успехе. Личных каких-то угроз я не получал, но слишком уже большое количество людей вокруг. Я уже даже не смогу вот запросто за там, 30 секунд назвать все имена. Это прям большое количество людей. И кто сидит сейчас, и кто попадал в тюрьму на сутки. Ну, это какое-то невероятное количество людей. Я в шоке. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот сейчас вернемся еще прям в спорт. Очень бы хотелось задать пару вопросов касательно белорусского футбола. Тем более, насколько мне подсказал интернет, вы в футболе большой специалист. Скажите, пожалуйста, вот когда начались вот эти события в августе, да и в целом до этого, вот у меня все время интересовал вопрос, а где фанатское движение футбольное в Беларуси? Потому что, по сути, это достаточно реакционная сила, это крепкие парни. То, что можно увидеть в Украине, и очень ярко можно увидеть в Польше, где фанатское движение очень сильное, крепкое, и если эти ребята выходят на улицу, там гораздо быстрее принимается или отменяется какое-либо решение правительством. Почему в Беларуси вообще вот в целом отсутствует фанатское движение? Такое яркое, мощное, вот просто нет этого. Очень просто ответить на этот вопрос.
потому что его громили задолго до 2020 года. И это важный момент, что мы только в 2020 году вошли в период массового террора, да, когда огромное количество белорусов, если не прямо почувствовало на себе репрессии и террор, то знает людей, кто через это прошел, и примеряет на себя их ситуацию. А до 2020 года Беларусь жила в таком точечном терроре, да, то есть пока, в общем-то, все молчали, предпочитали не связываться, власть уничтожала любые объединения людей на любой, на самом деле, почве, потому что власти нужны одиночки. Одиночкам тяжело сопротивляться, да, и фанаты – это одна из самых очевидных таких социальных групп, которые умеют стоять за себя, умеют стоять друг за друга, умеют объединяться и очень способны как бы к коллективному действию. Мы не знаем, готовилась ли власть к такому силовому противостоянию с собственным народом, но мы знаем, что фанатские группировки, с ними борьба велась очень давно, за много лет до этого, и это переходило тоже все рамки здравого смысла и законов. Людей сажали, людям угрожали, людей избивали, беззаконие применяли к ним постоянно. Ну, в общем, можно сказать, что эта группа была уничтожена превентивно. В момент в августе, когда во всем в мире в целом, может быть, только просыпался футбол после карантинных ограничений, в Беларуси же матчи продолжались и всю весну, и лето, и вот в августе после событий 9-11, в целом, вот после всех этих безумств власти, некоторые футбольные клубы, игроки, когда выходили на поле во время государственного гимна, либо отворачивались от флага, либо просто там на майках какие-то были нашивки под майками, и все вот это демонстрировалось. Как вы считаете, почему у футболистов хватило смелости хоть как-то проявить солидарность, и при этом у хоккеистов вообще абсолютно никак, вот так вот, чтобы массово, ярко и во время матчей это не произошло? Потому что там был момент, когда «Динамо» играла на выезде, я сейчас не вспомню где, где-то в России, прям далеко, то ли в Челябинске, то ли где-то там был матч, и когда песню «Перемен» включали между забитыми шайбами. Причем белорусские хоккеисты никак не отреагировали на это. Вот почему у футболистов хоть как-то это сработало, а у хоккеистов, к сожалению, вот на публику во время матчей ничего. Ну, я думаю, что, во-первых, разница была не настолько большой. Я думаю, что футболисты могли проявить себя несколько смелее, хотя, конечно, нужно быть признательным и Станиславу Драгуну, и, ну, вообще, на самом деле, футболистам Крумкачей и всем тем ребятам, кто не побоялся высказать и продемонстрировать собственное мнение. Тем не менее, футболисты не очень сильно опередили хоккеистов, но хоккей, да, он чуть больше, во-первых, пронизан такими личными людьми Лукашенко. Мы знаем, что хоккейная вот эта вот его тусовка, Басков, там все эти приближенные люди, кто с ним играет, там довольно много хоккеистов, они все расставлены по каким-то постам, вот Баскову дали заводик, кому-то дали школу, кому-то федерацию, кому-то что-то еще. Разумеется, Минская «Динамо» — это такой, тоже, в общем-то, одна из игрушек, хоккейный клуб Минская «Динамо» — одна из игрушек Лукашенко, и там очень много таких людей, которым... Ну, сидят, это те соратники, да, используя удачное слово Сергея Тихановского, многие из них мало на что способны и зарабатывают в системе Лукашенко гораздо больше, чем они могли бы зарабатывать на конкурентном рынке, играя там в России, в Чехии, в Словакии, в любых соседних странах. И хоккей такой немножко оказался прикорректный вид спорта, что... к сожалению, сейчас ложится пятном на прекрасную игру. Надеюсь, это пятно хоккеисты сумеют в какой-то момент отмыть. И потому что сам по себе хоккей, конечно, является прекрасным видом спорта. Да, будем надеяться, у них это получится. Дмитрий, а как вы оцениваете, насколько это действительно личный удар по Лукашенко, перенос чемпионата из Минска? То есть, ну, вот постоянно же говорится, да, о том, что это такой вот спорт одного человека. В какой-то момент в Беларуси вдруг на высшем уровне было решено, что хоккей наш национальный вид спорта, огромное количество ледовых дворцов, огромное количество денег в это все залито, застроено и вбуханное. И вот отменяется чемпионат. Действительно ли для Лукашенко это такой прям мощный удар и пощечина? Лично. Абсолютно точно, я уверен, что...
Абсолютно точно уверен, что там была истерика. Может быть, истерика, наверное, еще большего масштаба, чем в тот декабрьский день, когда были приняты санкции Международным Олимпийским комитетом. И уверен, что истерики Лукашенко на спортивной почве будут еще только продолжаться, потому что эти решения международных спортивных федераций, они будут поступать дальше, дальше и дальше. Но меня куда больше интересует, на самом деле, не реакция Лукашенко. Здесь важно понимать, что это вот прекрасный пример того, как работает нелегитимность. Да? Вот мы говорим слово «нелегитимный», это слово немножко истрепалось, может быть, выхолостилось, и не все понимают, что за ним стоит. А за ним стоит вот ровно это. Человек, которого никто не избирал, который просто является главарем вооруженной группировки, это не подпадает ни под какие законы. Если в Беларуси, как он говорит, сейчас нет законов, то в мире все законы работают, все правила работают. Нарушена Олимпийская хартия, получай. Нарушаешь права спортсменов или там Басков твой участвует, там глава хоккейной федерации участвует по сути, соучастник убийства, да, давайте называть вещи своими именами. Разумеется, не будет никакого хоккейного чемпионата. Пытаешься ты наказывать футболистов, там, не знаю, футболиста Шкурина, молодого, который играет за ЦСКА и который заявил, что не сыграет за сборную Беларуси перед Лукашенко и будет ждать нормальных новых выборов для того, чтобы вернуться в белорусскую сборную. Пытаются его загрести в армию, получит еще и футбольная федерация. Всем, кто подавляет права белорусов, достанется. Лукашенко не является больше крышей для всех тех людей, которых он отправляет на преступления. Все те, кто исполняет преступные указания Лукашенко в спорте, будут наказаны. Это уже происходит. Со временем это будет происходить, конечно же, и во всех других отраслях, и в силовых органах, и главы предприятий, которые нарушают права рабочих, и чиновники, которые выписывают там незаконные распоряжения и, опять же, там регулярно по приказу Лукашенко нарушает не только норму морали, но даже надо. Вот именно таким образом работает нелегитимность, именно таким образом работает возмездие за нарушение и преступления. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, может быть, у вас найдется ответ и комментарий вот по какому поводу. Так уж получилось, что по долгу деятельности приходится пересчитывать очень много провластных телеграм-каналов и медиа государственных, и кое-где всплывали такие вещи. Да, спасибо. Мы часто говорим нашим зрителям, мы страдаем за вас и все посмотрели. Сейчас коротко перескажем. Так вот, очень много было комментариев на тему того, что сами они там виноваты, это хоккейная федерация, потому что деньги на подготовку чемпионата уже выделили, часть этих денег уже потратили, и теперь вот отменили, и хорошо, нам от этого лучше, и никто эти деньги отдавать не будет. Может быть, вы можете нам прояснить как-то эту ситуацию с точки зрения финансов? Вот они, значит, выделили деньги, а дальше отменили часть. Нужно ли пояснять? Вы понимаете, что практически всегда они врут. Все построено на лжи. Там очень сложно находить какие-то крупицы правды, которые вплетаются только для того, чтобы лживая конструкция выглядела убедительнее. Нет, это является как бы диктом. Нелегитимная власть не признается в мире, она не получает как бы аппрува. Нет бизнесов, которые выступили против хоккейного чемпионата, нет политиков, нет простых людей, которые сочувствуют белорусам по всей Европе и тоже задают вопросы как политикам, так и бизнесам. А как же так? Что происходит? Почему мы эту кровавую бойню в Минске поддерживаем? И никаких, конечно, денег на этом Белорусская хоккейная федерация не заработает. Наоборот, к сожалению, Лукашенко спустил еще какое-то количество денег. Там вот они там подновляли, подкрашивали недавно вроде бы построенную Минск-арену. Снова будут, к сожалению, стоять пустыми отели и так далее, и так далее. Понятно. Дмитрий, мы вот в этом нашем цикле передач, наверное, вот в этой рубрике «Что дальше?» не можем не задать вам вопрос, а что же дальше? Вот давайте попробуем поразмышлять на тему перспективы белорусского спорта. После ухода Лукашенко, понятно, что начнутся процессы, которые неминуемо заденут всех причастных к вот этому кровавому режиму, и часть из них действительно, они так или иначе связаны с хоккеем. Что дальше ждет белорусский хоккей? Потому что огромные государственные дотации были во все это, там вот и во дворцы, и в команды, и в имидж. Насколько белорусский хоккей способен выйти на самоокупаемость?
Абсолютно точно способен. Чем Беларусь хуже, простите, Словакии, Дании, Швейцарии, где прекрасно играют в хоккей, ходят на трибуны. Я специально называю маленькие страны, они такие огромные, как Германия. Швеция, простите, мы такого же размера страна, как Швеция или Чехия. Под этим лежат несколько механизмов. Давайте поговорим про сначала механизм кадровый. Система Лукашенко построена на лжи и как бы таком люзоблюдстве, да, по подчинении. И не все люди, и, как правило, самые талантливые люди не готовы быть послушными такими исполнителями любого бреда там руководителей. Вот я говорил вот о том, приводил пример того, что белорусский хоккей потерял прекрасного тренера Макритского, да, который показывал прекрасные результаты только из-за того, что он не стал вписываться за Лукашенко. Потерял тренера Румо, тоже совершенно замечательного, который подписал письмо за честные выборы. Точно так же, я знаю, сейчас давление оказывается на прекрасных молодых там талантливых хоккеистов белорусских, которые тоже не хотели, и многие из них не подписали письмо провластное, им грозят армией, сапогами и так далее. Ну, прекрасно, то есть мы лучших наших людей выдавливаем из системы, выдавливаем из страны, обуваем сапоги, отправляем в армию, и мы хотим развивать хоккей. Не будет этого. Нужны люди, то есть талантливые люди обычно уважают себя, и такие люди вернутся в белорусский спорт, в белорусский хоккей, и одни только люди уже дадут очень большую прибавку к уровню спорта в нашей стране. Извините, тренер Козека, не все, наверное, в Беларуси даже знают, и вот про это нужно понимать, это великий человек, это реальный герой Беларуси, который, по-моему, 4 золотых медали на зимних Олимпиадах выиграл. Это половина золотых медалей, выигранных всей Белоруссию за время Лукашенко. Когда он подписал письмо за честные выборы, его просто выбросили. Да, ему перестали платить, его уволили, его спортсмены остались без одного из лучших в мире тренеров по фристайлу. Ну, вот это пример того, как работает эта система, да, то есть Козека может прекрасно работать в другой стране, и он получит гораздо больше, чем получал бы в Беларуси, но он хотел бы работать на своей родине. Все эти люди вернутся, система начнет работать на талантах, а не на бездумных исполнителях, и уже поэтому и с хоккеем, и с любым другим видом спорта станет лучше. Второй момент, что лежит за самоокупаемостью спорта в Европе? Две вещи. Это то, что там есть бизнес, частный бизнес зачастую, который, ну, как бы хочет продавать больше товаров и услуг. И что ему для этого нужно? Рекламироваться. Такого бизнеса в Беларуси мало. Да? Нам нужен расцвет бизнеса, который, конечно же, произойдет тогда, когда мы снова станем нормальной страной европейской и будем развиваться, у нас не будет недозаконов, и все начнет работать так, как должно. И второе, нужны богатые или там средний класс, нужны люди, которые могут себе позволить платить за билеты, за, извините, попкорн на арене, купить там лишнюю хоккейный свитер или футболку или бейсболку своим детям. Я не знаю, люди, которые там выходят с семьей, даже, извините, в какой-нибудь Словакии на хоккей, ну, я думаю, уж 50 евро за вечер точно оставляют на арене, а может быть и больше. Не потому, что они вот такие богатые, а потому, что это прекрасное развлечение, прекрасный способ, там, и у них, да, в общем-то, они не бедствуют, они могут себе это позволить. И все это, конечно же, дает шансы на развитие спорта как с точки зрения результатов, так и с экономической точки зрения. То есть это перестанет быть бездонной бочкой, пожирающей государственные деньги. Дмитрий, скажите, пожалуйста, давайте начнем с того, что ваш, наверное, любимый вид спорта. Вот какой спорт вам ближе всего и по душе? Ну, моя любовь к спорту началась с баскетбола, а потом футбол, бокс, смешанное единоборство и так далее. Потом втянулся. Сам я занимался кикбоксингом, смешанными единоборствами. Для футбола оказался недостаточно быстрым и резким, хотя приходил в Минское «Динамо», пытался пройти отбор. И еще такой вопрос. Вот, как вам кажется, какой спорт в Беларуси, вот какой спорт имеет самые большие перспективы, и в каком спорте мы могли достичь невероятных высот? Может быть, это какой-то спорт, который случайно забыт или заброшен? Городки, лапта, хоккей?
Ох, вы знаете, я думаю, что здесь не нужно говорить, какие виды спорта лучше, какие хуже. Я уверен, что, ну, извините, мы довольно большая, как бы европейская страна. Мы, правда, стоим в одном ряду, ну, там, чуть меньше Голландии, но со Швейцарией, Чехией и так далее, да. И здесь, конечно же, найдутся таланты на все. И на киберспорт, который сейчас набирает обороты, и на зимние виды спорта, потому что у нас все в порядке, в общем-то, со снегом, и на игровые виды спорта, потому что даже хотя в них бешеная конкуренция во всем мире. Ну, извините, Александр Глеб родился в Беларуси, и в той же самой школе Минского «Динамо», куда меня не взяли, я когда приходил отбор проходить, там на месте футбольного поля был асфальт, то есть футбольное поле было на асфальте, но даже на асфальте вырастают иногда хорошие игроки. А если там была трава, представляете, сколько бы там Глебов таких выросло? Я уверен, что сейчас не время выбирать, что нам нужно развивать, что нет. Все отрасли, я не знаю, культуры, науки и тем более экономики или там социальной сферы начнут чувствовать себя лучше просто в тот момент, когда мы начнем строить не концлагерь, а нормальное государство. Дмитрий, и вот как здорово вы сказали. Вот и вопрос. В тот момент, когда мы начнем строить не концлагерь, а нормальное государство, на ваш взгляд, когда это случится? Я имею в виду, что может стать фактором, главным фактором, триггером для ухода Лукашенко? И, на ваш взгляд, когда это может произойти? Нет, ну, мы не должны питать иллюзий, что Лукашенко сам куда-то уйдет. Он уже, мне кажется, мы слишком давно с ним живем, чтобы рассчитывать на то, что он что-то там поймет, кого-то услышит. Этого никогда не будет. Он готов делать самые дикие вещи, и их, собственно, что мы как раз видели в 2020 году и даже в новом году. Но мы должны продолжать лишать его рычагов управления. Вот он хотел там порулить с этим хоккеем, а все, этот рычаг уже болтается в воздухе, да, он ни к чему не подключен. Как бы он там я не знаю, не говорил, что он там великий какой-то хоккеист, который там понастроил арены и так далее, ну все, он никто, и с ним никогда никакого хоккея в Беларуси не будет. И точно так же должно быть в других сферах. Я не знаю, бело-красно-белых флагов и цветов в Беларуси стало больше именно в тот момент, когда за это начали пытаться жестоко наказывать. То есть он хочет сделать так, мы не даем ему так сделать. Он хочет, чтобы, там, не знаю, экономика развивалась, она и так не будет развиваться при нем совершенно точно. Ждет страну, к сожалению, достаточно жестокое снижение уровня жизни, но до тех пор, пока это не будет остановлено там сменой власти и поворотом ко всему цивилизованному миру, но просто лишать любых рычагов управления. Конечно же, там гражданское неповиновение, неподчинение, любого рода протесты, экономическое давление, совокупность этих факторов, ну, в 2021 году точно совершенно должна уже закончить этот период. Только если общество почему-то расчаруется или потеряет веру в себя, или забудет о том, что, я не знаю, даже у наших соседей, там, не знаю, в Литве или в Польше, или в Чехии, или в других странах, тоже не сразу все получилось, тоже было много политзаключенных, тоже в некоторых странах были даже жертвы и убитые, но общество не сдавалось и приходило к своей цели. Если белорусское общество пойдет по такому же пути, то я уверен, что это не продлится слишком долго, потому что вот это же складывается все как карточный домик, как только, или как домино, как только упала первая фишка, дальше начинает костяшка, дальше начинают падать все остальные. Вот, не знаю, отказалась Нивея, тут же Шкода, тут же Тисса, тут же Ликвимоли, тут же нет чемпионата мира по хоккею. Вот как только вот эти костяшки из основания вот этого домино будут еще выпадать, дальше это просто все рухнет за 3 дня. Дмитрий, и в конце хотели бы попросить вас пожелать что-нибудь нашим зрителям нашего канала и в целом белорусам. У вас есть шанс обратиться. У нас много зрителей. Спасибо большое, во-первых, каждому, кто смотрит, каждому, кто продолжает бороться. И пожелание у меня простое. Будьте как белорусские спортсмены. С ними поступают так же жестоко, как с любым из белорусов. Лена Левченко прошла очень жестоко, в жестоком виде окрестина, над ней издевались.
лишали матраса, там, отключали воду и так далее. Вице-чемпион Олимпиады Кравченко тоже, по сути, пережил, ну, де-факто пытки, это нужно называть пытками в тюрьме в Жодино. Ваня Ганин, прекрасный боец. Спортсмены поступают так же, как со всеми. Они сумели объединиться в единую группу. Они решили, что нужно не прятаться, не утихать, а наоборот, как можно громче о себе заявлять, выходить на улицы, снимать видеоролики, действовать как организация, которая способна найти болевые точки для Лукашенко и ударить по этим точкам. Международный олимпийский комитет, хоккейная федерация, приготовиться Белорусской федерации футбола, потому что УЕФА и ФИФА, конечно, тоже просто так это все не оставят. То, что они пытаются там делать в плане давления на белорусских спортсменов. То есть только объединяясь, можно быстро и эффективно добиваться своих целей. Белорусское общество просто должно принять этот пример. Чего всем и пожелаю. Спасибо большое, Дмитрий. Друзья, у нас на связи со своими комментариями был Дмитрий Навоша. Мы надеемся поговорить с вами еще и в ближайшее время, и в «Свободной Беларуси».